Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, ребят, я сегодня буду импровизировать, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудь поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделал. Подписывайся на мой телеграм-канал. Ну, а если можешь стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки есть в описании под видео и в комментариях под видео. Так, то, что я здесь увидел, это то, что здесь есть момник. Омник. Ой, даже фляга течет. Если что, я просто не первый ролик подряд снимаю. Если что, у нас с Марком до этого была обалденная игра, которую я выложу, ну, либо сегодня, вместо этого контента, если, конечно, не пойдет. Короче, зачем я вам это рассказываю, если вдруг не пойдет, вы все равно этого не узнаете, да? Ну, короче, сама суть в том, что у нас с Марком до этого была обалденная игра, и чтоб там Марка там, скажем так, не говорили, что это мой облегчитель, да, а не утяжелитель, то я ее выложу, там будет обалденнейшая игра, после которой... Ну, блин, не хочется так спойлерить вам, если честно. Давайте так, я не буду спойлерить, просто скажу, что была обалденная игра, да. И, кстати, я там вчера выкладывал генерала, и у меня получилось еще 2 раза записать этого генерала, и 2 игры были просто обалденные. Не то, чтобы, знаете, там просто с нулевого раунда выносил все и вся, а вот именно потная, все как мы любим игра, прям на тоненького, прям, ну, вообще шикардос, короче. Тут мне сейчас тоже клевер выпал, может что-нибудь с клевером получится замутить, но это мы посмотрим, естественно. Если панда придет рано, то будем с клевером играть. Не придет, возможно, через рыцарей поиграем. Короче, посмотрим. Поэтому сегодня будет жесткий контент. Будем разваливать все и вся, либо же будут разваливать меня. А еще, ребят, сегодня будет стрим в 6 часов вечера. Ну, для вас сегодня, для меня это завтра, естественно. Но, короче, сегодня в 6 часов вечера будет стрим по Teamfight Tactics. Я там буду вам показывать мод, грубо говоря, онлайн-тренер, который рассказывает, что как делать, на каком этапе ролится и тому подобное. Короче, я все вам покажу, расскажу. Поэтому всех жду на стриме. Я хренею. Лучше бы я взял тот предмет, который мне выпал. Ну, один из предложенных, а не зарандомил, потому что упала гномья брошка. Шикарная гномья брошка. Но на самом деле, откровенно говоря, у меня старт просто шикарный. У меня гоблины мехи, у меня тинкер в 2 звезды, а тинкер это не имба, мы все это прекрасно знаем, да. В общем, будет круто. Что первонаперво я вижу? Но Омник, да, можно через рыцарей древних сыграть. Там через ДК, либо же через легионку можно, например. Можно просто рыцари древние сыграть через темного лорда. Блин, сложно на самом-то деле. Сложно. Так, у меня сильный стол. Берем, соответственно, талант на победу. Марс еще, если придет 2 звезды, будет хорошо. Так, ну я не один такой скилловый. Там еще есть скилловые ребята, но... Но. Баф орков. Блин, ну я на самом деле поставлю баф орков. Я выйду из экономики. Поставлю баф орков. В принципе, я тинкеров 2 звезды собрал. Поэтому можно выйти вот так вот из экономики. Я думаю, что дальше все хорошо пойдет. Не думаю, что что-то плохое произойдет. Реликвии здесь, кстати, классные. Есть и отмотка времени, и двойные мобы, и хаотичный договор. Ни хрена себе мне орки идут. Обалдеть. Хочу резака в 2 звезды собрать. Либо Марса в 2 звезды и поставить. Ну, блин, ну очень сильно мне сейчас пришло, откровенно говоря. Типа, баф орков на старте. Особенно если баф орков 4. А я могу тут поставить 4 баф орка. Ну, не то что... Блин, я не хочу халявные роллы терять. Халявные роллы это слишком хорошо. Ну, кстати, у меня самый сильный стол из всех. Вот если так, знаете, не учитывая всякие тонкости и моменты с предметами, то у меня самый сильный стол. Я, по идее, должен здесь всех выносить. Абсолютно. Вперед ногами, без шансов. Буду напихивать болтов полный рот моим противникам. То они мне напихивают, а тут я им напихаю. По самое не хочу. На самом деле, был бы у меня жетон отступника, я был бы в себе больше уверен. Это предмет 2-го тира, чтобы по гоблинам и мехам наносить на 50% больше урона. Но, в принципе, я и так себе сейчас уверен. Просто предметы, на самом деле, мне говна выпали. Такого, знаете, прям говнеца.
Жрецов не продаю. Серьезно? Кунка. Охренеть. It's rude to touch a girl's tail without permission, Meow. Ладно, я пока или цветку продать может, или орков продать может. На самом деле мне нужна ЦМ-ка, и у меня будет идеальный стол. У меня будет 3 человека, 3 гоблина меха и 3... ну да, 3 гоблина меха, хотел сказать, еще 3 меха. Ну ладно. Акса одного продал, потому что сейчас за победу получу плюс 2 монетки. Можно вообще халявные роллы сейчас копить, но как по мне, мне нужно сначала усилить свой стол. А потом уже как бы копить халявные роллы, чтобы на 7-8 уровне вот эти вот все халявные роллы поюзать. Кстати, так как у меня сейчас бафа орков нету в любом случае, я поставил 2 резаков. Это будет намного поприятнее. Что-то я тупанул с этим моментом. Не знаю, ну 4 орка мне тогда некуда засунуть будет. Может распродать их вообще, чтобы получить нормальную экономику. Потому что скоро уже 10, у меня только 15 монет. Хотя если и дальше начну побеждать, и если я собью кому-нибудь винстрик, если бы да кабы. Я пока даже не знаю, по какого керри вам рассказывать, ребята. У меня, по сути, реально нет идей никаких. Вот когда определимся с керри, тогда я буду вам рассказывать, соответственно, все тонкости и нюансы по поводу этого героя и в целом по поводу сборки, которую хочу видеть. Так, ну и как вы поняли, я принял решение распродать половину своего стола. Половину своего стола. Чтобы выйти в хорошую экономику. Чтобы на 10 раунде уже иметь как... Wanna see my new trick? Антимаг? Антимаг? Серьезно? Так, Клевер, иди гуляй. О, еще и палка выпала. На самом деле, у меня 2 хороших предмета под антимага сейчас. Это палка и хп плюс 300. А да... Точняк, я же вам давно не показывал антимага, ребята. Так может это намек на то, что мне так рано выпал антимаг, и мне стоит все-таки попробовать его закерить и показать его во всей красе? Хотя на самом деле здесь все такие герои, что возможно меня легко законтрят на этом антимаге. Опа, винстрик сюда, давай. Яйцо. Inevitable. Что делать? Вот там еще тоже антимаг у человека. Понял, принял. Тут есть Момора, кстати. Возможно. Если мне сейчас выпадет Момора, то у меня получится раннего антимага в 3 звезды получить через Момору. У меня на каком-то из стримов... Кстати, кто стримы, ребят, пропускает? Кто стримы пропускает? А, ну так сделаю. Кто стримы пропустил, а не пропускает, то во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Поэтому милости прошу, смотрим. Контент там зачетный против подписчиков получается. На каком-то из стримов у меня получилось довольно-таки рано из Момора вытащить героев 3 звезды. Не помню какого уже, по-моему, это ли обезьяны, либо Кес был. Точно не помню. О, панда пришел. Опа, Момора, сюда. Антимаг. Забузил. Ребят, кто вдруг не в курсе, что я только что забузил, то объясняю. Смотрите, если вы активируете Момору до начала следующего раунда и засунете туда героя, то у вас будет за один раунд 2 из 9, как у меня сейчас. И это на самом деле помогает. Я вот сейчас, знаете, в замешательстве немного. У меня есть винстрик, и тут такая тема. Либо я сейчас, когда антимаг будет 2 звезды, вытаскиваю его из Моморы, либо же я терплю до Талова и вытаскиваю его уже в 3 звезды. Ну, контент требует жертвы, возможно, я этого антимага вытащу пораньше. Ой, вытащу, когда в 3 звезды, а не пораньше. Фу ты, оговорочка. Да посмотрим. Я посмотрю, как он будет апаться, а после этого уже решу, что делать. Что делать? Муравью болт приделать. Я ж снесу на... Живи! Гребаный грим. Грим же бьет сейчас чистым уроном, из-за этого он мне так сейчас тинкера пробил, и я халявный ролл не получу. Там, кстати, рыцари собираются через антимага. Печалька. Это плохо.
Давайте, кто не рискует, тот не пьет шампанское, поэтому попробуем все-таки антимагов 3 звезды достать из Маморы. Да? Я думаю, реально стоит попробовать. Просто потерпеть. Чуть-чуть. И достать его в 3 звезды. Ладно, посмотрим. Не хочу загадывать. Сейчас посмотрим до 15 раунда, как он у меня вылупляться будет. Будет ли он вообще в дальнейшем расти, или он только останется на 3 из 9. Потому что, ну, Мамора — это такая шляпа сейчас, которая, ну, просто не везет на нее жестко. По крайней мере, мне. Отстань. Кес просто половину хп мне снес. А вот объективно говоря, достал бы я сейчас антимага, то не было бы такого прикола. Ладно, я, короче, достану его в задницу. Надо было раньше просто доставать его. Вот это, конечно. И это я, конечно, гений. Непризнанный гений. Ладно. В общем, я решил, ребят. Мы будем играть через антимага. Я его вам покажу во всей красе. Возможно, соберу в 3 звезды, возможно, нет. Ну ладно, давайте начнем с предметов. Вот как я все время там рассказываю. Я начну с самых топовых предметов, а дальше вам все ситуативно нужно будет выбирать. Смотрите. На него, вот почему я так решил, вот именно скажу самые топовые предметы под него. Потому что я во многих роликах уже рассказывал, какие дефолт предметы нужны под керри, какие дефолт предметы нужны под магов, да? Как бы нечего больше добавлять особо. Все почти до типа в 90% случаев. Ну ладно. Смотрите, на антимага что нужно? Ему нужно немного скорости атаки, потому что у него своя стоковая скорость атаки 0.9, и это дохрена. Это дохрена, потому что это самая минимальная скорость атаки, не считая алхимика под его ультой. 0.9 скорость атаки — это много, поэтому ему достаточно одного, максимум 2 предметов на скорость атаки. То есть, условно, если у вас есть там палка первого тира и молнии, этого с головой хватает ему для скорости атаки. Дальше ему нужны предметы на урон, на выживаемость. И вот в каком случае выбирать предметы, вот не могу сказать. Это нужно смотреть по ситуации. Но давайте так. Первый, 5 тир снова пройдусь как обычно и назову все предметы, а дальше вы уже будете как бы сами думать, что, куда, к чему юзать. Или можете говорить так. Потому что это много инфы будет. Ладно, давайте с 1 тира. Палка на скорость атаки. ХП плюс 300, медальон, броня. Все, вот эти вот. Ну, вот эти вот предметы самые топовые на него. Больше ему предметы не нужны. 2 тир. Молнии. Плащ-пальто неплохо будет заходить. Но не критично, потому что у антимага свое есть сопротивление 30% магическое. Поэтому плащ-пальто ему не будет давать такой огромный бонус. То есть медальон 1 тира, по сути, так же само даст, как и плащ-пальто 2 тира. Поэтому имейте это в виду. Имейте это в виду. Потому что чем больше, вот начиная с порога 50% магического сопротивления, дальше идет на спад. То есть вы не будете получать сверхбонус. У вас будет минимум этот бонус. Ну, вы поняли. Поэтому молнии, бусы, корона жреца, которая дает отхил. Но лучше всего бусы, чтобы были. Плащ, пальто, молнии, жетон отступника и медальон на возврат урона, который 5 брони дает и 50% возвращает. Это самые такие топовые предметы 2 тира. Не буду говорить про кулон плюс посох 3 тира, потому что это стандартная дефолтная имба сейчас. Она чуть ли не равняется перчатке 5 тира, поэтому вот. Не буду за это говорить, вы сами это прекрасно знаете, да? Я думаю, да. Еще, кстати, блинк. Блинк неплохо подходит антимагу, потому что он будет в туза прыгать к своему противнику и выжигать прям жестко и взрывать. Поэтому можно задуматься об блинке, если он вам понадобится, чтобы там поменять позиционку и тому подобное. Поэтому думайте, как думаете. 3 тир. Без кулона даже. Посох 3 тира на антимага — это самый имбовый предмет, потому что когда антимаг выжжет суммарно 100 маны у противника, он начинает взрывать. А соответственно начинает взрывать, кулон, посох 3 тира начинает дохренища урона давать. Вот, в принципе, смотрите что-то. 2 звезды он у меня. Самый балансный герой, я считаю, что это. Бэм. Нормальный герой, да, такой? Нормальный. 7000 урона. Нормально. Поэтому... Оу май. Дизраптор. Но мы это оставим.
Кстати, если что, я свою сборку буду делать через гритеров. И про нее тоже немножко пару слов скажу попозже. Поэтому, посох 3-го тира, наследие духа огня. Прикиньте, 2 раза антимага вам нужно будет снести. Если у вас герои, которые имеются с маной, то наследие духа огня это самый страшный сон для всех. Поэтому 2 раза снести антимага будет очень жестко, если у вас герои все от маны зависят. Поэтому наследие духа огня, посох 3-го тира. Очищающая сфера тоже шикарно будет смотреться. Все остальные предметы ситуативны, ребят. Все ситуативные предметы. Также хочу подметить, что антимаг это его активка. Вот этот вот взрыв, это не пассивка, это активка. Поэтому всякие сайленсы и тому подобное довольно-таки сильно душат антимага. Вот рыцарь вот этот вот меня очень жестко напрягает, потому что у него куча героев без маны, плюс он тоже антимагов 2 звезды собрал. Вот это вот печально. Очень печально. Ролить я сейчас не буду, я сердца коплю. Я либо на 10-м поролюсь, либо на 9-м поролюсь. Ну, в зависимости от ситуации. Вот так вот. В принципе, все. Из 3-го тира предметов больше особо-то и нет. Можно, конечно, там ауру на скорости атаки взять. Гиперстон можно взять вместо 2 предметов на скорости атаки. То есть, логику вы поняли, да, по поводу скорости атаки и все такое. Но самый must-have предмет это наследие духа огня и посох 3-го тира. Это самые must-have предметы. Дальше ситуация. 4-й тир. Тут, ну, как у всех дефолтных керри, МКБ, БКБ. БФ, ну, вообще не нужен, по сути. Но, если хотите, можете взять. Но так, МКБ плюс БКБ. Все, других предметов нету на антимага. Можно там в всяких там редких случаях взять себе арчит. Это который багровый клинок, который дает сайленс в одну цель, в самую дорогую, и двойной урон по ней. Можно. Ну, хотите ли вы этого, то хрен его знает. Из 5-го тира. Бессмертие. Естественно, ну, обязательно бессмертие. Маска. И дальше все по ситуации. Если антимаг в 2 звезды, агоним берем. Если же антимаг в 3 звезды, мы не берем агоним. Поэтому бессмертие. Можно Мьёльнир взять, потому что у вас посох 3-го тира есть. Плюс Мьёльнир это дает уйму скорости атаки, плюс магический урон. Поэтому те, кто вдруг в танке не в курсе, то посох 3-го тира бафает урон с этого Мьёльнира. Поэтому имейте это в виду. Это очень жестко. Я его снесу или нет? Я, наверное, не снесу его. У него слишком много героев без маны. Я сдох. Прикиньте. Гребаный баф рыцарей. Козел. Козел. Ну ладно, ничего страшного. У меня пока все хорошо. Можно вообще не париться на этот счет. Ну все, по предметам рассказал. Дальше, ребят, я буду играть через гритеров. И тут есть вот несколько важных моментов. Почему я хочу играть через гритеров? Ну, во-первых, я не хочу, чтобы у меня антимаг во всяких там во всяком этом говне плавал и был там в контролях, в сайленсах и тому подобное. То есть, чтобы просто его ничего не останавливало выносить все и вся. Вот, все, вот это самая главная причина, почему на гритерах. Тут, кстати, инсек собирается, говноедовский. Ну, мы с этим инсеком разберемся. И вот каких героев в моем случае я буду докидывать в гритеров? Ну, есть дизраптор, мы его берем. Обязательно буду ставить Дума и Гримтача. О, еще яйца сыпятся. Ладно, 10 возьмем, поролимся. Надо Бейна не забыть купить. Беру реликвию талантов, это слишком мощная реликвия. Вот. Каких героев я буду ставить под гритеров? Обязательно Дума плюс Гримтача, чтобы сломать себе синергию демонов. Кто вдруг не в курсе, кстати, мне об этом в комментариях напомнили, то... О, хорошо. Кто вдруг не в курсе. Мне самому об этом написали в комментариях и напомнили, то, что сейчас гритеров довольно-таки просто сломать. Если у твоего противника нет демонов, то, соответственно, ты ставишь просто одного любого ведьмака. И этот ведьмак вражеским героем, вашему противнику будет добавлять синергию демонов. И поэтому, если вы так сделаете, вы сломаете чуваку синергию гритеров. И это очень-очень жестко.
Я об этом, если честно, забыл. Поэтому я огромную благодарность выражаю подписчику, который об этом написал. Ты красавчик, спасибо тебе. И вот вам тоже напоминаю, то, что сейчас гритеры довольно-таки просто ломаются с помощью одного ведьмака, любого. Это жесть. Я за это, если честно, забыл. Поэтому напоминаю вам, напоминаю себе. За комментарий спасибо, за это лайк. Дальше. Кстати, агра можно поставить будет, тоже будет неплохо под гритеров. Каких героев я буду ставить? Грим, Дум, ну, естественно, Бейн, естественно, Гритер. Ну, думаю, тут нет смысла говорить об этом. Антимаг. Так как у меня есть все-таки Дизраптор, то агра. Потом тут есть Омник. Омника докину сверху. Сверху. Ну, в принципе, все. Но дальше надо будет по ситуации смотреть все-таки. Не могу сейчас так сказать 100%, что вот именно так оно и будет. Чего боится антимаг? Антимаг боится героев, у которых нет маны. И это прям для него проблема огромная, потому что если он не взрывает, от него импакту 0. Вот как-то так. Поэтому тоже за это не забывайте. Потому что антимаг хорош в определенных условиях. Это когда у героев нету маны. Вот так вот. Это самая сильная сборка будет. Ну, в принципе, все. Ой, он антимага тоже собирает. Вот тоже это огромная проблема, то, что против меня противник собирает антимага. Кстати, в следующем патче я видел анонс на экспериментальном сервере, то, что в следующем патче антимага, так знаете, немножко бафнут. И вы спросите, как его немножко бафнут? То вот смотрите, если вы закинете ему волшебное зеркало, то вот эти вот иллюзии, которые будут выжигать ману, они будут копить, грубо говоря, стак для антимага, чтобы он начал взрывать. То есть не как раньше, что у тебя каждая иллюзия по отдельности могла взрывать, а вот именно оригинал у вас только будет взрывать. И это, если честно, такая хрень, зачем они это делают? Ну, типа, чтобы актуализировать волшебное зеркало. Кстати, кто вдруг не в курсе, я там уже раньше говорил, то, что волшебное зеркало сейчас передает пассивные предметы. То есть вы там всякие мьёльниры и тому подобное закинете в оригинал, а там будет волшебное зеркало, то, соответственно, в иллюзиях тоже эти предметы появятся. То есть все пассивные предметы, которые дают какие-либо эффекты, они будут в этих иллюзиях. И это прикольно, на самом деле, то, что они так бафнули это волшебное зеркало. А в следующем патче они под него подвязку еще одну сделают. Это то, что они будут стаки там собирать. Вот, допустим, если у вас обезьяна и есть волшебное зеркало, то будут стаки для обезьяны собираться. И, соответственно, палка намного чаще будет кастоваться. То есть, ну, вроде бы как бы прикольно, но это немного и небалансно. Потому что вы сами знаете, антимаг имба. А если обезьяну собрать в 3 звезды, то это вообще забей. Ну, короче. Не знаю, зачем они так сделали. Ну, сделали, так сделали. Хрен с ним. Хрен с ним. Боже, у меня столько халявных роллов сейчас, обалдеть. Обидно то, что нерфанули гритеров тем, что ты не можешь... поставить Рики. Это очень обидно. Потому что если ты будешь ставить Рики, они с Бейном не стакаются друг с другом, потому что у тебя появится синергия Ночной Кошмар. Ну, такое. Зачем так сделали? Хрен его знает. О, кстати, Тайдуха. Хорошо. Хорошечно. Вообще прекрасно. Под гритеров отлично зайдет. Мне нравится. Хорошие фигуры мне пришли. Очень хорошие. Сейчас надеюсь, что мне посох 3-го тира выпадет с первого раза. И вообще будет песня. О, кристальчик. Хорошо. На переработку пойдет. Все это хрень. Еще яйцо выпало. Отлично. Хреновые предметы мне выпали. Но, в принципе, этот предмет пойдет, потому что он будет давать мне
хп реген. Так что, в принципе, пойдет. Так, ставим. У меня баф орков. Это надо будет сейчас пофиксить. Антимаг, хорошо. Гритера, кстати, тоже, если в 3 звезды собрать, это полезный герой, особенно под антимага. Так, пока что какого-либо демона ставлю. Еще Зевс, кстати, есть, вообще прекрасно. И вот на самом деле у меня теперь немножечко такая загвоздка. Там есть инвокеры, мне бы очень сильно хотелось бы добавить инвокеров в своих гритеров. Но если я просто добавлю инвокеров в своих гритерах, у меня соберется синергия магов. А Зевса как бы не очень хочется скипать, потому что с Зевсом я буду намного больше урона наносить по шахматисту вражескому. То есть намного больше буду хп снимать. Кстати, импресска тоже такая проблема для меня. У него еще предметы хорошие. Проблема, потому что герой без маны. На самом деле, был бы у меня антимаг в 3 звезды с посохом 3-го тира, таких бы проблем не было. Но чего нет, того нет. А можно я антимага соберу быстренько? Пожалуйста. Пожалуйста. И грима надо найти. Грим очень нужен. Гритер, на самом деле, если в 3 звезды собранный, он дает дохренища скорости атаки, дохренища дебафов. Я так яйцо не хочу убирать. Яйцо дает мне сейчас живучесть. Она там хпшку переливает, все такое. Ну продай антимага, пожалуйста. Ну у тебя их 2 в 2 звезды. Как ты его вообще собрал? Черт ты хренов. Омника еще нужно будет запихнуть. Ладно, место мы найдем, я думаю, под таких героев. На самом деле мне нужно всего лишь 3 антимага. Я сначала подумал 2, а потом такой, да нет, 2 мне что-то не хватит в любом случае. Кстати, паучиха жестко контрит антимага в гритерах. Почему? Потому что паучихин дебаф, который дается вот этот вот на миссы и обездвиж, он работает сквозь гритеров. И, как по мне, это такой бред. Говноед на инсеках. Ну ничего, ничего. Малышка, ничего. Я потерплю чуть-чуть. Если ты меня быстрее не вынесешь, то тебе торба. Ты будешь таким тормозком с продуктом, что тебе... Вокер, хорошо. А вот тут вот загвоздка теперь. Че, эльфов собрал. Ладно, Зевса продам. Зевс, конечно, это хорошо, но инвокер будет намного профитнее. Ну, пожалуйста. Инвокер это хорошо. Но хочется антимага все-таки. Больно. Очень много героев без маны, видите? Вот то, о чем я говорил, то, что это огромная проблема для антимага. Так, все легендарки открыты, нет смысла так делать. Инвокер 2 звезды, отлично. Надо бы найти рок войны будет инвокеру. Но сначала надо посох 3-го тира поискать. Я не скажу, что это прям херня мне выпала, но это не тот предмет, который бы мне хотелось. Нож чешется. Блин, все плохо. Антимагов нет, все очень плохо. Звери жесткие. Там Марк еще отлетел. Не заметил немного. Так, кстати, ситуативно, блин, взял, видите? Запрыгнул чуваку в спину.
Ты должен страдать. Не, сейчас Инсека должен снести. Да, сейчас несу. На изи снесу. Ой, как же хорошо, я ему в туза прыгнул еще раз. Нет, 100% профит на то, что я взял инвокером. Инвокер в действительности намного лучше, чем Зевс. Все-таки инвокеров много контроля может накидать, наспамить, насумонить. Вообще обожаю инвокера. Инвокер хороший герой. Гриттер. Да. Тяжело. Зверь меня еще этот смущает. Ну, знаете, мне больше всего сейчас смущает это инсект, который может мне просто все лицо оторвать в мгновение ока. И меня смущает вот этот вот чел на рыцарях, потому что у него дохренище героя без маны. Чего он решил играть на антимаге? Вот сидел бы себе там на рыцарей, собирал бы кого-нибудь себе другого, антимага бы не трогал. Надо было вот это вот на антимагах играть. Ладно. Пески времени. Берем. И Блин, не успел. Опа, тайдух, отлично. Вообще прекрасно. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Пожалуйста, за пару раундов апнись в 2 звезды, молю тебя. Пару раундов всего лишь. Не прошу много, просто пару раундов. Я, кстати, сейчас тайдуху немного подвинул, потому что у тайдухи... О, кстати, рук войны. Сюда. Сюда эту имбу. Все, у меня инвокер, по сути, упакованный. Я сейчас тайдуху именно туда поставил, потому что у противника же есть антимаг, и антимаг сначала будет ограбить, а потом уже моего тайдуху, чтобы он не взрывал. Кстати, звери меня будет больно бить. Или не будет? Кастуй. Взрывать. Взрывать. Хорошо. Хорошо. Отлично. Все, минус зверь. Как же хорошо сейчас зарешал контроль. Очень хорошо зарешал контроль. Ну дай мне хотя бы одного антимага, пожалуйста. Ладно, я блинки и палку хотя... Или скипнуть. Ладно, не буду пока что скипать. Пока что потерплю. Но это пока что. Хотелось бы мне, конечно, дизраптора взять. Я сейчас, честно, от нервов все губы сгрызу. Чел на рыцарях там, походу, окончательно вылетел. Ну и слава богу, он моего антимага не соберет, потому что что-то мне сердце подсказывает, что он бы антимагов гораздо быстрее бы собрал. Антимаг, пожалуйста, давай, ну парочку раундов, в 2 звезды, я собираю тебя в 3 звезды, и все, и покажут всю твою мощь. Блин, ну как же не хочется все-таки, блин, скипать, хороший предмет. Вот видите, я только что об свой жетон убился. Ну, не об свой жетон, а об возвратку сам себе вынес. Без руш, хорошо. Инвокер, давай. Ох, как инвокер спасает, вы просто посмотрите на это. Где антимаг не смог, инвокер помог. У него Кираса еще тут. Гейм ТВ вылетел. Омник. Хорошо. Все, антимаг вылетел, антимагов больше нет. Вот так вот. Так. Одного гриттера уберу, омника оставлю. Осталось одного гриттера, я соберу его в 3 звезды. Это будет имбулька. Давай, посох 3-го тира. Да посох 3-го тира. Ладно.
Кстати, разработчики там писали, что в следующем патче они пофиксят аномальный урон у Кеза. Для этого нужно ждать следующий патч. Гениально, да? Такой бред. Как всегда, разрабы оперативно делают обновления. Как же игра надо мной угорает. Ну, двойные клыки. Двойные клыки, кстати, пойдут. Против меня инсек, поэтому двойные клыки вообще шикарно зайдут. Ладно, продаем, короче, и делаем вот так вот красиво. Не буду ждать, пока мне Мамора вылупит его в 2 звезды. Так, по сути, мне обезоружь не нужен, он бесполезен. Хотя ладно, я предмет 5-го тира поищу. Нужно бессмертие, хотя и Кираса хорошо зайдет. Ого. Не, ну Кираса отлично зайдет. Надо Кирасу брать. Я взял Кирасу, потому что там у него импресска керри, это было бы дохренище урона против меня. Блин, а был бы посох 3-го тира, я бы сейчас его за раз взорвал бы. Ну, на самом деле, хорошо, что я взял Кирасу. Я думаю, без Кирасы было бы очень плохо. Все-таки плюс броня. Дай бог, что сейчас выпадет. Дай бог. Без разницы, что тут беру. У меня реликвия талантов. Хочется Омника еще в 2 звезды сделать. И когда-то все-таки собрать Агра в 3 звезды. Когда-то. Да елки-палки. Хотя пофиг. У него 2 мать насекомых, но у него нету самого главного предмета, это камня Киры. Ему нужен камень Киры, чтобы прям быть ультра жестким, но... он знает, что просто метовые инсеки и все. А больше ничего не знает. Вот так вот. Вот так вот паренек играет на инсеках. Просто знает, что это метово. На самом деле это так тупо. Чел не понимает, как работают инсектоиды, и по итогу он все равно в топ-2 заходит. Я уверен, что его выкинул. Типа, я не знаю, что должно произойти, чтобы я его не выкинул. Еще двойные клыки. Хорошо. МК... Вообще прекрасно. Это все забей. Это тупо забей. Убираем молнии, ставим МКБ. Блинк оставляем. Двойные клыки сюда. Яйцо сюда. Отлично. Омника хочу. Огр, хорошо. Дизраптор пойдет. Гриттер в 3 звезды. Отлично. Отлично. Опа, он там орка жреца в 3 звезды собрал. А ну-ка, сейчас сделаем красиво. Найс расстановка, чел. Найс. Какой же он гений. Какой же он гений. Просто. Обожаю таких инсеков, ребят. Молодец. Молодец. А у него очищающая сфера в импресске. Неприятно, конечно. Надо посох 3-го тира. Пожалуйста, дай посох 3-го тира. Спасибо тебе. Почти последним предметом ты мне дал посох 3-го тира. Ну ты какая булочка. Ну вот так вот чисто. Бэмс. Вместо одного дума. Молнии выкидываем. Посох 3-го тира закидываем. И бенвокера закидываю. На самом деле это очень жестко у меня. У меня остался, по сути, 1 дум и 1 яйцо. Я соберу... Одно яйцо, я его соберу в 3 звезды еще. Ну что. Либо я его сейчас снесу, либо у меня будет возможность показать вам посох 3-го тира с 20 стаками. Бэм. Пока мало урона. Маловато. Маловато еще. Бэм. 32 тысячи. Все, по-моему, это конечное.
По-моему, это конечная. Не имбовый антимаг. Ни разу не имбовый антимаг. Инсектоид должен страдать. Вот просто посмотрите у него. Чел тупо не шарит по инсекам, и по итогу все равно он каким-то образом зашел в топ-2. На самом деле, вот если так подумать, то я думаю, даже если бы тут был шарящий инсект, то вряд ли бы он мне что-то либо сделал такому антимагу. Ну да, я после третьего тира очень долго искал, но даже, вот, допустим, условно тот же инвокер был бы у него, то у меня все предметы против него были. У меня двойные клыки есть, после третьего тира сейчас есть, я его тупо бы взрывал. Просто тут момент в том, что он бы намного раньше бы собрал такую сборку, если бы просто немножко думал головой. Он мог намного раньше сделать себя оверсильным и просто на темпе выносить. Я уже показывал, что такое темповая сборка, но... И слава богу, что чел такой. Слава богу. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комменты. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, если до сих пор этого не сделали. Подписываемся также на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.